Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Когда Йылдыз стреляет в Даляна, Серхат запирает Йылдыза в комнате, чтобы тот не обратился в полицию. Когда Ашир возвращается в особняк, Мерьем Ханем думает, что он застрелил Йылдыза, и в страхе спрашивает его. Ашир смягчается, когда он объясняет, что произошло. Зиян Ага, узнав, что Далян жива, требует объяснить, почему он не убил ее там. Ашир отвечает, что Серхат этого не допустил. Затем Ашир подходит к Ниде и спрашивает, «Я ответил», но он все равно не отвечает. «Подними трубку». Он передает телефон Ниде. Нида, не желая с ней разговаривать, молчит. «Разве это не стыдно? Ты меня подозреваешь. Зачем ты выставляешь меня в такое публичное положение?» Когда Ашир подходит к ней, он притворяется, что случайно уронил телефон, и бросает его в кувшин с водой. Ашир загоняет ее в угол, кричит, что в этом телефоне такого, чего я не вижу. И выбегает. Йылдыз спорит с работником особняка, чтобы тот открыл дверь, но они отказываются, потому что у Серхата строгий приказ. Йылдыз пытается открыть дверь сама. Когда Мелек встречает Акифа, Мелек говорит Серхату, «Ты же мне говорил». Мелек сотрудничает с Даляном. «Мы сотрудничали с тобой, но будут последствия». Акиф все отрицает, говоря, «Я не сотрудничал». Затем Мелек приходит к Серхату и говорит, «Я разговаривала с Даляном, но пыталась уговорить его освободить Йылдыз. Как ты можешь мне не верить? Ты же сказал, что не узнаешь меня». «Я тебя не узнаю. Мы увидимся, когда узнаем правду». В этот момент Гулизар говорит Серхату, что Йылдыз пытается силой выгнать ее. Когда они уже собираются идти к ней, через ворота особняка врываются жандармы. Серхат отправляет Гулизар наверх к Йылдыз, чтобы остановить ее. Когда входит жандармерия и спрашивает Серхата, почему скорая помощь забрала Даляна Кардагла из его особняка, Серхат и Акиф выдумывают, что кто-то застрелил ее и оставил перед дверью, но жандармерия ей не верит. Командир Далян говорит, если он не умрет во время операции и выживет, если он скажет, что в него стрелял кто-то из этого особняка, я его не прощу. Серхат подходит к Йылдыз, подходит к нему и говорит, послушай, что я скажу. Он бросает ее на кровать, наклоняется над ней и хватает другую резинку для волос, которой она открывала дверь. Когда Йылдыз выходит из комнаты, Йылдыз бросает что-то в окно, разбивая его. Он говорит Серхату, «Ты не можешь держать меня здесь, я ухожу». Акиф просит Юсуфа обеспечить смерть Даляна. Когда Мерьем звонит султану, чтобы спросить, как дела у Йылдыз, султан отвечает сердито и с обидой. Юсуф сообщает Серхату, что Далян оправилась после операции и, скорее всего, будет жива. Когда Юсуф спрашивает, поговорит ли он с жандармами, Серхат отвечает, что не скажет такого. Если хочет жить, то промолчит. Когда отец Ашира приезжает к Зияну Аге, они обсуждают восстановление Далян после операции и ее будущее. Зиян Ага говорит, что она должна умереть. Нургуль берет еду, которую Хаджик приготовила для Йылдыз, и садится за стол. Она говорит, с тех пор ей не хватает ни хлеба, ни воды. Она опозорила нас. Когда Мелек приходит на кухню попить воды, Нургуль рассказывает ей, что Серхат спрятал Йылдыз в своей комнате и очень о ней заботился. Мелек расстраивается. Затем, когда она наконец подходит к передней части комнаты и говорит, «Может, ты специально», Йылдыз спрашивает, сожалеет ли она о том, что застрелила своего партнера. Затем она сообщает Серхату, что Дальян и Мелек разговаривали. Мелек злится и уходит. Нургуль говорит, «Ты видел это своими глазами. Открой дверь, пока Серхата нет, и иди сдавайся». Мелек отвечает, «Я не вмешиваюсь. Пусть делают, что хотят». Нургуль говорит, «Я понимаю, что у тебя не хватит смелости меня провоцировать». В особняк прибывает жандармерия и сообщает, что пришла забрать Йылдыз. «Мы получили наводку на Далью. Передай ее без всяких проблем». Когда султан Ханем спрашивает, «У нас в доме нет мужчины. Как я могу отдать вам свою невестку?»
«Зачем вы хотите ее забрать?» Жандарм отвечает: «Это тот, кто застрелил Далян Кардаглы». Когда Султан Ханем говорит: «Я не хочу ошибиться», жандарм отвечает: «Мы получили наводку и проверим ее». Султан Ханем говорит: «Раз вы так говорите, мы на грани смерти перед законом, тогда заходите». Они поднимаются наверх. Жандарм замечает разбитое окно Серхата, как только они поднимаются. Когда все входят в комнату Йылдыз, они обнаруживают, что Йылдыз исчезла. Ашир делает вид, что защищает Далян, и придумывает план ее убийства. Далян уже собиралась убить ее, но тут появляется Серхат, достает пистолет и не дает Аширу уйти. Когда Ашир уже собирался выйти из комнаты, Серхат сказал: «Уведите своих людей». «Я не скажу, это больница, я убью их всех по одному. Я не причиню вреда Даляну, он мой». Жандармерия обыскала каждую комнату особняка, пытаясь найти Йылдыза. Нургуль велела Мелек открыть дверь, но Мелек отказалась, поэтому Нургуль взяла ключ и просунула его под дверь. Не найдя его, жандармерия попросила Султан Ханем сообщить, если найдет, и они покинули особняк. Султан Ханем спросила, кто в этом замешан, ведь ключ был от той двери. Нургуль сказала, что нашла способ, и Гулизар Ханем согласилась. Затем они сообщают Серхату, что жандармерия его не нашла, а Йылдыз сбежал. Когда Йылдыз приходит сдаваться, она плачет, вспоминая все, что пережила. Мелек в своей комнате вспоминает прекрасные воспоминания, связанные с Серхатом, и смотрит на их свадебные фотографии. Хачик отправляет Юсуфу сообщение и пытается удалить его, но Юсуф уже его увидел. Юсуф тут же отвечает: «Я тоже хочу с тобой поговорить, но я дал обещание султану». Когда Серхат Йылдыз идет в жандармерию, Серхат находит его, останавливает и силой уговаривает, говоря, что отвезет его в место, о котором никто не знает. Ближе к утру они прибывают к Серхату, и когда они прибывают, Йылдыз уже спит. Серхат будет его, берет за руку и вытаскивает из машины. Йылдыз, замерзнув, надевает на себя куртку и несет его в дом. Пока Йылдыз, свернувшись калачиком в углу, продолжает спать, Серхат идет топить печь. Когда Мелек утром спрашивает Гулизар о Серхате, она узнает, что тот так и не пришел в особняк. Йылдыз просыпается в куртке Серхата и чувствует ее запах. Услышав звуки снаружи, она видит, как Серхат рубит дрова, идет за ним и улыбается, нюхая куртку Серхата. Серхат входит в дом с охапкой дров и говорит: «Давай топить печь, пока не остыла». Когда Йылдыз спрашивает: «Ты прочитал все книги, что там?» Серхат отвечает: «Это было мое убежище. Я жила здесь, пока училась в университете. Давно здесь не была». Когда Мелек звонит Серхату и спрашивает, нашел ли он Йылдыз, Серхат отвечает: «Поговорим, когда Йылдыз поправится», и вешает трубку. Затем Серхат говорит Йылдыз, что кто бы ни вошел, не открывай дверь, он купил еды и наколол дров. Он говорит ей, что у него есть все необходимое. Затем он говорит, что ему нужно идти в особняк, и уходит. Султан Ханем спрашивает Мелек, есть ли новости от Серхата. Мелек пересказывает их разговор. Султан Ханем говорит: «Ты все еще так себя ведешь. Ты даже не знаешь, где был твой муж прошлой ночью. Ты замужем только на бумаге. Ты должна взять у меня все. Сначала стань женой своего мужа. Посмотрим, что будет потом». После этого она уходит. Сотрудница особняка Нида, Асие, пишет сообщение Акифу, предупреждая его о случившемся. Когда Асие приходит, она не может удалить сообщение. Она бросает картофель и заставляет его поднять его, после чего тот быстро удаляет сообщение. Мирьем Ханем заступается за свою дочь, которая пережила то, что ей пришлось пережить из-за Йылдыза, в то время как Зиян Ага и Ашир утверждают, что Йылдыз опозорил их. Пока Акиф разговаривает с Нургуль в особняке, он дает жене разрядившийся телефон и спрашивает, что произошло в особняке той ночью. Серхат в гневе зовет всех на площадь и требует объяснений, как Йылдыз сбежал. Когда Султан Ханем спрашивает, с ней ли Йылдыз, она отвечает «да», говоря, что так будет, пока Далян не проснется и не скажет, что не стреляла в него. Серхат говорит: «Я накажу любого, кто донес на Йылдыз». Когда Султан Ханем спрашивает, здесь никого нет, кто бы это мог быть.
Может быть, ее брат Ашир. Серхат сердито отвечает: надеюсь. Она сердито велит Гулизар Ханем сделать сумку для Йылдыз и уходит. Йылдыз, глядя на книги Серхата, плачет, вспоминая, как в детстве читала в сарае, как Ашир застал ее за тем, что она не читает, и отобрал у нее книгу. Когда Серхат выходит из особняка, Мелек бежит за ним и спрашивает: «Ты идешь в Йылдыз?» Серхат отвечает: «Да», но не вдается в подробности. Мелек говорит: «Ты ничем со мной не делишься, не приходишь домой по ночам, мы женаты, между нами не должно быть никаких секретов». Серхат говорит: «Дай мне еще немного времени, чтобы снова начать доверять тебе». Он садится в машину и уезжает. Когда Серхат приезжает в Йылдыз, он понимает, что у него жар. Йылдыз уничтожил все книги. Заметив их, Серхат спрашивает: «Ты что-то здесь искал?» Йылдыз отвечает: «Я волнуюсь, нет, я приму душ и уберусь». Султан Ханем зовет Акифа и говорит ему, что Серхат не убьет Йылдыз, но, по крайней мере, не должен приводить ее в особняк. Акиф спрашивает: «Я бы догадался, но я этого не ожидал». Султан Ханем отвечает: «Ты доложила о Йылдыз». Султан Ханем отвечает: «Я выполнила свою часть, теперь твоя очередь, Далян не выживет». Акиф отвечает: «Я сказал Серхату, но он не принял». Султан Ханем отвечает: «Тогда ты будешь подливать масло в огонь, но Серхат о тебе не узнает». Мелек печально сидит на лестнице, когда появляется ее мать Севди, и говорит ей, что чувствует ее горе, и садится рядом. Йылдыз с удивлением видит, как Серхат готовит на кухне. Серхат отодвигает стул Йылдыз и обращается с ней как с гостьей, подавая ей приготовленную им пасту. Йылдыз с восхищением наблюдает. «Это так странно», — говорит она, — «я впервые ем мужскую еду». Йылдыз, намекая на то, что еда была восхитительной, говорит: «Все было замечательно, и тот, кто тебя забрал, выжил». Они оба улыбаются. Акиф и Зиян Ага, строя планы за спиной Серхата, приходят к нему и говорят, что помогут ему бить Даляна. Однако Ашир отказывается делать что-либо без выгоды. Акиф говорит: «Я хочу, чтобы Далян умер, но Ашир сделает это сам». Ашир отвечает, что сделает это добровольно. Акиф обещает помочь ему, и они заключают сделку. Когда Севди спрашивает, что случилось, Мелек не хочет говорить, но Севди отвечает, что об этом говорит вся Урфа. Когда Мелек кладет голову на плечо Севди и говорит ей, что Серхат с каждым днем отдаляется от нее, Севди отвечает: «Ты сама напросилась, ты сказала, что не тронешь меня, пока не покинешь особняк. Я же говорила тебе не испытывать мужа. Я говорю тебе, перестань вести себя как Серхат, иди и позаботься о своем муже». Мелек думает, что Серхат ведет себя так не потому, что заботится о Йылдыз, а потому, что ему ее жаль, и он чувствует себя ответственным за произошедшее. На этот раз, когда Серхат заваривает липовый чай для Йылдыз и приносит ей, Йылдыз снова в шоке. Пока Серхат и Йылдыз обсуждают книги, Йылдыз рассказывает о неприятном воспоминании, связанном с Аширом. После того, как Серхат спрашивает и узнает название книги, Йылдыз спрашивает Йылдыз о ее теме, и Йылдыз начинает рассказывать историю. Серхат слушает с большим интересом, вытаскивая из-за пояса пистолет и кладя его у окна. После того, как Йылдыз немного объясняет, Серхат начинает рассказывать свою версию истории из книги. Йылдыз слушает с восхищением, взволнованная, словно знает, что к чему. Слушая его, Йылдыз кладет голову на руку Серхата и засыпает. Серхат говорит: «Все, что ты сделала для меня в этой истории, ты сделала для меня. Поэтому я здесь, и я сделаю то же самое для тебя, потому что ты мне дорога». Он ласкает ее лицо. Йылдыз удобно устроилась на груди Серхата во сне, и Серхат накрыл ее, не двигаясь, оставаясь неподвижной. Юсуф пытается написать письмо, объясняя, почему он не может поговорить с Хачик, но Хачик рвет его в клочья, не читая. Мелек хочет вернуться в комнату Серхата и просит Гулизар перевести ее вещи. Неда звонит Акифу и говорит ему, что Ашир ревнует и не пускает ее из особняка. Когда Мелек видит, что Акиф выходит из комнаты, она подходит к нему и спрашивает, где Серхат спрятал Йылдыз. Акиф говорит, что не знает, но предполагает, что это место, где он учился. «Если он знает моего брата, он, должно быть, возил его туда».
Когда Мелек спрашивает, далеко ли он, Акиф отвечает: «Я отвезу тебя, но не хочу на него жаловаться». Мелек отвечает: «Это не моя цель, я просто хочу напомнить Серхату, как сильно я его люблю». Затем она уходит собираться. Зиян Ага приходит на могилу своего брата Решита и делится с ним своими переживаниями. Когда приходит Акиф Ашир, он шепчет: «Быстрее займись этим, я теряюсь», и уходит перед комнатой Даляна. Ашир входит в комнату и душит Даляна подушкой, пока полиция приближается к комнате Даляна, а Акиф тайно наблюдает за происходящим. Мелек приходит в виноградник, описанный Акифом, неся любимый кофе Серхата. В окно она видит Елдыс и Серхата, лежащих в обнимку, и кофе из ее рук падает, напоминая ей о совете Севди. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.